Друзья, приветствую вас, дневной выпуск. Давайте рассмотрим, какие ключевые события на рынке происходят и что ожидать по движению рубля, золота, доллара, нефти и других наиболее важных и интересных активов. Так, друзья, переговоры по поводу стимулов опять в очередной раз буксуют. Там то Трамп вылезает, то еще кто-то. Короче, я думаю, до 3 ноября это все с переменным успехом будет протекать. В это время американские индексы отбиваются от вот этой буферной зоны, и, соответственно, сейчас намечается отскок. Цель этого отскока 3450, вот сюда вот. Если сюда приходит, закрепляется, идет дальнейшее движение, цель которого все-таки сделать перехай глобальный и попробовать закрепиться выше 3550. Если сейчас пойдет пробой, то все это дело посыпется вот сюда. Вот, но вроде бы к пробою дело не идет, скорее здесь все-таки разворотная формация и движение наверх. Так, далее DAX, немецкий индекс. Но смотрите, хоть он сегодня и сыпанулся, точнее вчера он сыпанулся, сегодня он фактически дошел до нижней границы, двойное дно, и поэтому отсюда весьма вероятно формирование отскока на 12870, вот сюда вот. Отскок не произойдет, если сейчас пойдет движение вниз и пробитие вот этого диапазона. Тогда Германия сыпанется. Вот. Но пока вроде бы есть все основания для того, чтобы отскок произошел. Так, индекс доллара, пока он движется наверх, но вот эта зона пока не пробита. Движение наверх в любой момент может развернуться и пойти движение с целью сходить на 92-91,7. Вот, поэтому, не более пока корректирующего отскока. Посмотрим, захлебнется, не захлебнется он в этом диапазоне. Если он захлебнется, то, соответственно, продолжение банкета, рост евро и риском. Так, далее RGBI, российский рынок ОФЗ, индекс ОФЗ, дневной таймфрейм. В проторговочке мы здесь ходим. Если он пробивает вот эту верхнюю крышечку, то это дополнительный стимул для рубля сходить на 75. Так, далее нефть. По нефти пока все идет по плану. Отбой от нижней границы вот этой проторговки более широкой. И, соответственно, движение с целью попробовать закрепиться 42.55. Если сейчас пойдет коррекционный откат и повторное пробитие 41.4, то здесь уже он сыпанется и будет двигаться на 40.83, может быть на 39.62. Вот, но пока все развивается в соответствии с основным сценарием, локальным сценарием, сходить вот сюда вот. А вообще среднесрочно она, конечно, смотрит вниз, хотя бы провалиться на короткое время на 35, может быть на 33. Так, друзья, далее золото. Но смотрите, золото сейчас, оно было зажато вот в этом боковике 1911,7, 1921. Это 4-часовой таймфрейм, чикагская котировка. Сейчас как только будет завершена попытка закрепления выше 1921, отсюда пойдет импульс, и цель движения будет переписать вот это вот хай 1939,4. Вот. Если отсюда развивается движение и будет пробой 1911,5, то в этой ситуации пойдет сначала провал на 1900 и потом движение в район 1882. Если будет вот этот уровень пробит на объеме или же потом пойдет проторговка, то вот этот рост он отменяется и будет либо задерг в район 1882, либо длительная проторговка в этом диапазоне. Сейчас, я думаю, более вероятно закрепление выше этого значения и движение к верхней границе. И переписывание вот этого локального хая. Так, друзья, далее рубль-доллар, часовой таймфрейм, USD Tomorrow. Так, здесь у нас что примечательно. Юрики делали ставку на рост доллара против рубля, ставка сработала. Вот, поскольку по индексу доллара пока не идет уверенного роста, даже несмотря на текущую ситуацию с нефтью, кстати, нефть начала отскакивать от нижней границы консолидации, и это дополнительная поддержка для рубля.
Вот, поэтому здесь ситуация, она с одной стороны несколько неопределенная, потому как индекс доллара пошел в рост и нефть пошла в рост. Вот. С другой стороны, как бы сейчас при текущих условиях, я думаю, потенциал отскока рубль-доллар исчерпан вот здесь, вот этой границей. И поэтому в ближайшее время, сегодня до конца дня, вот если у нас не будет повторного движения вниз и пробоя 76-75, то у нас разовьется движение вверх, но оно, поскольку сейчас пока особого драйва в долларе нету, оно ограничится, скорее всего, движением на 77,2, 77,3. Вот сюда, вот в этот диапазон. В том случае, если отсюда пойдет задерг и пробитие вот этого уровня 77.35, тогда сразу драйв резко появляется, и отсюда наиболее вероятно пойдет движение на 77.8, вот сюда вот. Пока здесь похоже на разворотную формацию, но которая она в пределах вот этой консолидации идет, в этом консолидационном диапазоне. Вот. И я думаю, здесь наиболее вероятно будет разворот, но такой коротенький. И пока никакого трэша нету в виде значительного роста индекса доллара или падения цен на нефть, то скорее всего вот этот вот отскок он будет коррекционным и ограничится на сегодня движением вот куда-то сюда, к этому диапазону. В каком случае этого не произойдет? Вот если будет пробито 76,8, 76,75, в этой ситуации отсюда сразу идет импульс движения на 76,55, и в случае пробития идем на 76,2, 76,15. Вот. Пока здесь больше факторов работает на то, чтобы произошел отскок в рамках проторговки. Так, далее евро-доллар. Но смотрите, здесь у нас, похоже, был локальный хай, и мы все-таки выпали с этой вершины. Вот, поэтому сейчас первая граница это 1,1815. Вот если она не будет пробита, здесь по факту набора позиций пойдет возврат вот сюда, вот в эту область 1,1845, 1,1870. Если будет пробой, то отсюда сформируется импульс движения, цель которого будет 1,1770. Вот. Но в любом случае вот это движение на рост евро, оно не будет исчерпано, пока не произойдет пробитие 1,1754. Вот 1,1754 это здесь красная линия. Оранжевая линия находится на 1,1815. Вот ее пробитие, оно может привести сейчас к движению вот в этот диапазон, вот, но пока еще окончательно не сломает рост евро против доллара. Вот. Сейчас, если мы вот из этого диапазона от текущего значения до 1,1815 мы не развернемся и не отскочим на 1,1861, то у нас вот это движение продолжится, и цель его будет диапазон 1,1760, 1,1775, вот сюда вот. Так, далее евро-рубль, но здесь у нас идет тестирование нижней границы 90-91. Вот если она сейчас в ближайшее время пробивается, то у нас пойдет движение, цель которого будет 90,5. Вот пробитие 90,5 может вызвать очень сильное движение на 89,1, 88,9. Вот сюда вот. Пока такой сценарий, мне кажется, маловероятным. Скорее всего, мы вот сейчас у этого локального донышка побудем и пойдем к верхней границе на 91,4. Так, сейчас 14:12 по Москве. Попытка разворота вот здесь вот. Если эта попытка до 3 часов по Москве успехом не увенчается, то в этой ситуации наиболее вероятно мы увидим движение, цель которого будет 90,5, но предварительно будет тестировано на прочность 90,75. Вот здесь вот. Если возникает разворот, то в этой ситуации у нас цель движения находится на 91,32, то есть отскакивать будет куда-то вот сюда. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. Юридические лица делали ставку на рост этого фьючерса, соответственно, мы сегодня и наблюдаем рост. Вот, но пока еще цели, которые вверху маячат, они не отработаны. Сейчас вот у нас достаточно такой решающий момент, это пробитие 114 900, 115. Если на объеме сейчас пробитие происходит, то у нас цель движения находится вот здесь, 115 700, 116 тысяч.
Вот. Если здесь закрепляемся, то отсюда пойдет движение, цель которого будет вот этот вот расширенный диапазон 116 700, 119 300. Мы здесь уже не так давно бывали. Вот. В каком случае эта идея не сработает? Она не сработает, если будет корректирующий откат и произойдет пробитие 113 250. В этой ситуации пойдет движение вниз. Так, друзья, далее вопрос был по ММК. Ну, смотрите, сейчас Чермет чувствует себя хорошо на фоне, возможно, данных из Китая о росте потребления металлов. Вот здесь идея какая? Это дневной таймфрейм. Мы немножко не допадли. Мы должны были сходить на 33,4. Вот сюда вот на такого движения не произошло. Отсюда сейчас пошел корректирующий отскок. Вот, вернулись вот в этот диапазон, который 36,1, 38,05, ну 38,03. Если мы удерживаемся в этом диапазоне, то есть если не будет отката и пробития вот этого значения и закрепления под ним, то у нас как бы отсюда волна пойдет, цель которой будет закрепиться уже на 38. Но проблема заключается в том, что здесь не допадали. Когда не допадали, потом может возникнуть ситуация, что в любой момент эту ситуацию исправят и допадают. Вот, поэтому здесь, ну сейчас как бы тренд на рост, спорить с трендом бесполезно, локальный тренд, правда. Вот, но надо помнить, что вот если эта черта будет пересечена и под ней пойдет закрепление, то, во-первых, сразу будет движение на 34,7, и потом, скорее всего, отсюда развернется уже добитие 33,4, вот этого значения. А пока, да, растем. Цель этого роста сначала закрепиться на вот этом уровне и потом сходить на 38,8, 39. Вот сюда вот этот диапазон. Ну, если рассматривать локально вот эту идею, то есть куда она может прийти, вырасти и какие здесь есть ограничительные условия, то локально 38,8, 36,8. 36,8 если пробивается, то весьма вероятно, в этом случае пойдет корректирующий откат, цель которого будет ну хотя бы потрогать вот эту нижнюю границу. Не факт, что она будет пробита, но потрогает он, скорее всего, ее однозначно. Вот. Соответственно, 36,8 если удерживается, нету пробития на объеме, то вот это все превращается в проторговку, и отсюда пойдет движение сначала сюда, потом вот сюда. Это что касается ММК. Так, ну вот подписчик прислал новость, попросил ее прокомментировать по поводу главы Петропавловска. Ну, я не владею всей полнотой информации, что там произошло, за что его сейчас, возможно, попытаются закрыть. Но судя по описанию инцидента, размера суммы и так далее, я могу сделать вывод, что, скорее всего, ну, возможно, это какое-то давление. Вот. Но вообще как бы компания отличается тем, что там очень непростые внутрикорпоративные взаимоотношения. И в том случае, если эти непростые взаимоотношения будут устранены, то можно, в общем-то, рассчитывать на то, что произойдет еще очень хороший рост. Вот. Но есть один очень крупный бизнесмен, который как раз занимается тем, что урегулирует все конфликты, и внешние, и внутренние. У него на это дар, и он сейчас главный акционер в полюс золоте. Вот если он сюда придет, то, возможно, он капитализацию очень сильно подтянет этой компании. Если хотя бы он хоть какой-то значимый пакет акций приобретет, то вполне возможно, что у нее начнет расти капитализация. Но при условии того, что золото не будет проседать, не начнет падать. Вот, поскольку пока по золоту ожидания самые положительные, то в случае действительно устранения всех имеющихся противоречий внутренних у этой компании может быть очень хороший рост. Текущая ситуация с лицом, которое является директором, назначенным, по-моему, 17 августа, что ему обвинения предъявляют. Да, то есть это негативный фактор, который может еще дальше просадить акции компании. Так, ну вот акции компании Петропавловск, дневной таймфрейм. Что здесь примечательно? Вот сейчас мы подошли к такой точке, которая находится в районе 29, но уже 28,6. Вот, и поэтому либо от текущих значений будет консолидация, либо отскок, и цель этого отскока возврат
на 33,5, 33,7, вот сюда вот. Вот. Если же движение продолжится вниз и будет пробито 28,5, ну даже 28,3, я так думаю, вот, то здесь уже будет конечная фаза движения в район 26. Вот сюда вот она, скорее всего, сходит. Но у компании, скажем так, с одной стороны есть внутрикорпоративные там какие-то противодействия, а с другой стороны ее выводили размещаться, хорошо раздали, но обычно после таких процессов требуется какой-то корректирующий откат и просадка. Вот. Ну и на фоне противоречий, корпоративных конфликтов, конечно, здесь логично еще куда-то сюда вот возможно сходить. Опять же, сейчас как бы такая ситуация, она может развернуться и отскочить. Вот. Но что там на самом деле с директором происходит, не могу сказать. Судя по описанию, возможно, что это как раз и есть проявление вот этого внутреннего корпоративного конфликта. Вот. Но это мое субъективное мнение, здесь ничего точно не могу однозначно заявить. Все, друзья, спасибо за внимание.